Здравствуйте, мои дорогие любимые подписчики и гости канала, те, кто, быть может, совершенно случайно заглянули на канал Таро Немо. Таро-прогноз – неожиданность. Сама по себе неожиданность или неожиданные события, с кем они будут связаны или с чем, что спешит вашу жизнь. Возможно, это то, что вы пока не предполагаете. У кого-то это могут быть, конечно, неожиданности, связанные с получением информации, важного документа, но у кого-то словно прозрение. Но давайте мы не будем предвосхищать события. Что же есть для вас неожиданности? И в наше турбулентное время вполне вероятно разного рода неожиданности. Вот давайте немножко заглянем в будущее. Что нам предстоит с вами в ближайшее время, может быть, пережить, столкнуться. И это будет как с позиции неожиданного события. Но вначале мы сделаем сигнификацию, чтобы понимать, для кого карты готовы раскрыть историю, связанную с некоторыми неожиданностями. Итак, кто же вы, как карты видят вас? По тузу жезлов тот человек, который умеет в себе говорить «нет». Или умеет что-то доводить до конца, до логического конца. Когда умеет человек, может быть, даже от чего-то отказаться, потому что это не есть отказ, знаете, на основе того, что вот именно вы так хотите, а тут больше с позиции целесообразности, нет смысла что-то продолжать. Или когда много раз, может быть, стучались в какие-то двери, а тут понимаете, а все, нет этой двери, там стена. Нет смысла барабанить в нее, потому что она никогда не откроется, стена. Вот здесь вы умеете принимать решения и, знаете, наверное, искусство первого шага. Когда всегда первый шаг сделать очень сложно. Вот здесь сильные личности. Если вы уже подвели какую-то демаркационную линию, то это уже какая-то точка. Как и точка невозврата, так и новая точка отсчета. Интересно. Кстати, я должна сказать, кто-то из вас уже получил какое-то сведение, бумагу, может быть, возможность. Возможно, вы сейчас чувствуете, с учетом, тем более, второй карты, колесо фортуны. Жизнь меняется. Ощущение того, что это еще не закончены какие-то перемены впереди, еще что-то интересное. Тут в любой момент может что-то измениться. Знаете, это вот, наверное, если есть фраза «пройти дорогой судьбы», то вот это как раз колесо фортуны. Потому что словно приходится удерживать баланс, и вот вы к этому готовы. Вы, в принципе, готовы к любого рода неожиданностям, но лишь бы не было какой-то, знаете, затянутой ситуации. Вы сами, если вот мы спрашиваем, кто вы, человек, который быстро где-то, может быть, в своих решениях и переходит от слов к делу. И если вы сталкиваетесь с тем, кто вас пытается, может быть, кстати, вас жизнь так к этому уже научила. И если вы сталкиваетесь с теми персонами, которые начинают растягивать какую-то историю, кормят на завтраками, обещаниями, ну вот это не про вас. Вы уже явно прошли этот жизненный этап или сдали этот жизненный экзамен, тут вы ему умеете сказать «нет, все, спасибо». И сделать это достаточно элегантно, что, может быть, оппонент или противоположная сторона даже не подозревает. Но вот именно прямо сейчас, что у вас происходит, вы кожей чувствуете, что перемены грядут, и мне придется где-то балансировать, словно на этом колесе, а у нас тут несколько, 4 колеса, и каждое вращается в свою сторону. Вот так, стоя на цыпочках, на одной ноге. Тем не менее, наша девушка счастлива. Как будто, знаете, взять мечту. И вы, скорее всего, тот человек, который понимает, что возможности, они всегда к нам приходят не так, как мы это предполагали. Вообще, надо сказать, деятельный человек. Уж точно не тот, который любит какую-то паузу. Но это факт. Может быть, она у вас где-то и есть сейчас. Но тогда я должна сказать, с учетом этих карт, уже в вас есть и нетерпение быстрее что-то завершить, прояснить. Вам явно какая-то история, когда ничего не меняется, она вам надоела. Да факт. Все то, что я сказала, подтверждает карта императрицы. Да вы ресурсный человек. Вы тот, кто умеет и заработать деньги, и обустроить свой быт, даже если приходится обустраивать с нуля. Тот, который умеет заботиться о близких, умеет любить, умеет
принимать эту любовь и дарить любовь. И, может быть, вы сейчас как раз в той ситуации жизненной находитесь, когда нет, мне нужно сконцентрироваться на самой себе. Ну, или на самом себе. Если меня смотрят мужчины, тут двояко все же, потому что это может быть олицетворение любви вашей к какой-то конкретной женщине, которая имеет огромное значение на сегодняшний момент в вашей жизни. И неважно, кем она вам приходится. Это может быть и жизнь личная, но предыдущие карты с учетом колеса фортуны. Тут может быть то знакомство, которое судьбоносное знакомство, как нас свела судьба. И вы пытаетесь просчитать. Может быть, это та женщина, с которой вы очень хотите быть или поближе познакомиться. Но это можете быть и вы сами. Все же мы не совсем по полу карту рассматриваем. Но, значит, есть ведь и такие мужчины, которые сами, к примеру, воспитывают детей. И для ваших детей вы и папа, вы и мама. Я знаю, что такие есть. То есть вам приходится быть, ну, переключаться, да, где-то быть и в своих, именно мужских энергиях, в тех вопросах, когда необходимо. Но по отношению к тем, кто слабее, кого вы любите, ну, там как-то приходится быть помягче. Вот я такое допускаю. Может быть, какие-то важные согласования, но в любом случае, вот посмотрите, какой ресурсный человек. Но почему-то в жизни вот этой императрицы сейчас наступает, или есть она, может быть, тянется какое-то время, пауза, и вы вот как перепрыжком, может быть, пума, да, пантера, замерли, потому что, ну вот-вот я уже чувствую сейчас либо какие-то согласования, либо какая-то важная бумага, либо тут пусть это даже связано с высокими инстанциями или пусть даже с каким-то человеком. Неважно, как будто вам вот на сегодняшний период жизни либо в плюс, либо в минус, да, вот это колесо. Либо оно пойдет вращаться как бы наверх, и у вас будет возможность, либо оно вдруг пойдет резко вниз, и это будет означать сбой каких-то прежних планов и договоренностей. Вам лишь бы не стоячее болото. Надоело прекрасной императрице быть, ну, вот как между и не да, и не нет. Может быть, это и отношения, вот такие качелеобразные. Может быть, даже если для мужчин, и вы один сейчас, да, очень хочется взаимопонимания, эмпатии. Может быть, не только, чтобы вас оценивали с позиции финансов, да, а чтобы встретить такую женщину или хочется вам так думать, может быть, вы уже и встретили, что вам будут откликаться именно душевным теплом. Душевное тепло эмпатии идет по аркану Луна. Но это то, к чему стремится императрица, да, а это где-то за спиной императрицы, поэтому это то, к чему готовы, да. Но по Луне это мы всегда аккуратные шаги делаем, чтобы не попасть в просак или в дурацкую ситуацию. И, видимо, вот все то было, что было пережито, вас делает магом, буквально волшебником, маг великий практик, потому что есть, конечно, а может быть и раньше были, знаете, такие возвышенные мечты. Было такое предубеждение, что ну вот если я по-хорошему, значит и ко мне так же будут. Если я даю любовь и эмпатию, значит и ко мне будут так же. Но маг, он все-таки поэтому и магом становится, поскольку он сталкивался с каким-то неравноценным действием или с неравноценными отношениями. Он получил много боли в результате. Его сердце, оно становится более холодным. Он ждет подвоха. Но, может быть, ждал подвоха, но когда уже становление произошло у мага, он уже вообще ничего не ждет. Он живет по своим правилам. Может быть, это в отношениях, мои дорогие, с конкретным человеком, и еще многие вопросы не прояснены. И тогда о вас все эти карты будут говорить, что императрица, как будто, да, вот олицетворение вашего «я» на сегодняшний момент, вы знаете, что вам придется еще договариваться с теми людьми, которые могут водить за нос, которые могут обещать не исполнять, те, которые будут преследовать свои интересы. И вам-то нужно как-то вот в таких же энергиях быть, держать именно фокус внимания на том деле, которое вы хотите осуществить. И по возможности менять походку, может быть, буквально так. Я надеюсь, все правильно понимают мой сленг. Это значит
изменяться со временем, с ситуацией, с обстановкой, с обстоятельствами. Ничто не остается, императрица, тем более впереди карта Луна. Как себя беречь, уходить от таких ситуаций, к примеру, если вы оказываетесь в толпе, как будто нужно вот так отойти в тень, не быть на первых ролях, может быть, пока, вот сейчас, скорее всего, вы готовы к действиям, вы готовы даже, ну, как перейти вот какую-то черту между прошлым и будущим, но уж точно не так, чтобы себе навредить, а как-то элегантно, аккуратно, если нужно, незаметно, повторяюсь, но для себя больше плюсов, это точно. Интересный такой расклад у нас начинается. Ладно. Так что же там за неожиданности? Если это где-то вам подходит, если вы деятельная натура, вам это все импонирует, и где-то обстоятельства вашей жизни действительно напоминают или качели, или вот этот вот баланс, но вы внутренне абсолютно точно настроены, что бы там ни было, быстрее завершить какой-то период ожидания. А дальше как будто видно будет. У вас 3 старших аркана. Вы готовы посмотреть, знаете, в глаза собственной тени. Вы готовы шагнуть в это будущее, даже если оно тысяча неопределенностей. Вот если это где-то соответствует вам, давайте узнаем. Так что ж там за неожиданности ожидает императрицу? Король Пентаклей. В неожиданностях, тем не менее, вы столкнетесь с тем человеком, которому можно будет доверять. Или, может быть, это вы ищете такого человека, но и не можете найти, хочется сказать. Вот какая-то история вам может в то же время, дайте я еще достану одну карту. Это о чем? Вы знаете, тут может произойти такая метаморфоза, что вы когда-то доверяли прежде человеку. Доверяли, причем, может быть, и были какие-то обещания, может быть, и были какие-то совместные планы, потому что по королю Пентакли очень часто проходят и именно наши близкие, ну или те, с кем мы в паре. Опять же, не совсем по полу рассматриваем карту, хотя у кого-то тут может это быть совпадением, но ведь это очень часто именно те люди, которым мы доверяем. Но, видимо, самый какой-то непредсказуемый момент вы как нож в спину получили или получили какое-то глубочайшее разочарование. Может быть, время прошло с той ситуации достаточно много, и уже теперь этот человек готов заново появиться в вашей жизни. Но вы-то ему уже не верите. Но тем не менее, я вижу, что в вашу жизнь, мои дорогие, будет пытаться войти человек, но я не могу пока сказать, что он какой-то хитрый план, потому что идет дальше шестерка пентаклей. Это как раз для вас может быть та неожиданность, как возможность. И в эта неожиданность будет именно в том заключаться, что вы именно не верите, потому что у вас уже какой-то был минус. И повторение каких-то ошибок вы точно не хотите. Но кто знает, может быть, в неожиданностях у вас других возможностей не будет, поэтому нужно будет как-то правильно провзаимодействовать. Нам карта говорит, держи баланс. Или тебе придется выходить из какой-то разрушительной ситуации, это как второй вариант, да, возможный, когда у вас был финансовый минус. А может быть, есть еще какие-то финансовые обязательства, из-за чего вот этот проб и ошибок путь, который вы прошли, он еще в вас, ну, как не улегся, или, может быть, не все еще закрыты вопросы именно финансовые. Есть все равно вот эти шрамы на сердце, которые, да, они уже не болят, но хочешь или нет, есть те вопросы, которые нужно еще закрыть. И каким-то образом это вам напоминает о тех пережитых событиях, которые были прежде. Может быть, в одиночку нужно у кого-то решить финансовую ситуацию. Вот я, кстати, это как второй вариант не исключаю. Потому что, по сути, ведь это две финансовые карты. Кому-то придется буквально по королю Пентаклей, такое иногда бывает, это, ну, может быть, сотрудники банка или какие-то официальные лица. И тогда тут и денежная ситуация, а еще и вдобавок бумажная. Имеется в виду важный документ, важная бумага, может быть, согласование, какие-то подписания, консультации, вот что-то такое, что мы потом еще и юридически как бы оформляем.
Ну вот в неожиданностях как будто что-то подобное может быть. И для вас самое главное не замечтаться. Вы знаете как? В неожиданностях вы сейчас, вот мои дорогие, не совсем тут даже второй ряд о неожиданностях. Я сейчас достану еще одну карту. Ну, правда, есть какая-то ситуация, вы никому не верите. Можно сказать, второй ряд продолжение первого. Но вот, видимо, в этом и будет заключаться неожиданность. Вы допускаете, что к вам какая-то история, скорее всего, из прошлого, по которой у вас было разочарование. Или, знаете, когда против вас какое-то противоправное действие, может быть, было. Потому что по тройке мечей это всегда с нами, ну, как по-хамски поступили. Или, может быть, даже поступили не по закону. Все же мы все разные, я такое допускаю тоже. И вы много раз себе задавали после этого события, как такое могло вообще в принципе быть. И ответов у вас не было. И вот теперь вам как будто возможность дает судьба, но вы не верите, потому что у вас, посмотрите, какие эмоции. Вот, да, в неожиданностях. Вас как внутреннее какое-то чувство или чуйка вот оставляет или останавливает. Говорят, ты как будто не торопись, потому что тут нельзя доверять. Потому как люди могут манипулировать, люди будут все равно. И вы это видите вполне здраво. Потому что люди будут транслировать то, что им выгодно, а я потом словно у разбитого корыта. Или будут словно мне ну, какие-то обещания или то, что приятно слышать моему уху, а потом это я один на один с какой-то проблемой, и мне очень тяжело психологически из этого выходить. Просто состояние, когда ты снова терпишь фиаско, именно потому, что твои действия или бездействия, они основывались на доверии. Когда мы прозреваем, когда мы понимаем, что вот как тут Хрюша с крыльями, свиньи не летают. Не нужно наделять людей теми качествами, коими они совершенно ни разу не обладают. Вы боитесь именно манипулирования, мои дорогие. Вы боитесь, что с вами сейчас кто-то начнет игру, и поэтому вы не верите. А тем не менее, по какой-то именно прежней ситуации. Пусть это у кого-то бумаги, финансы, а у кого-то это личная жизнь. Но, видимо, вот такой итог. В неожиданностях тут возврат, это точно какой-то прежней обстановки, прежнего человека. То есть вот мы даже не спросили, с кем это будет связано или с чем, а нам уже вот первая карта персональная, король Пентаклей. Когда может, конечно, и об официальных лицах говорить, но может говорить точно так же и о личной жизни. Ну, давайте еще один ряд достанем. Может быть, нам прояснят. Так какие неожиданности спешат на ваш порог? Но, или на пороге каких неожиданностей, неожиданных событий вы стоите. Все то, что для вас именно неожиданно будет. Может быть, то, что вас удивит. Тут какие-то быстрые действия со стороны человека могут быть, который куда-то засобирался, вроде бы, да, из желания, ну, может быть, из желания чего-то не упустить. Или у него складывается такая обстановка, что, вы знаете, тут явно присутствует интерес какого-то человека. И неважно, может быть, это человек через личную жизнь. Хорошо, даже если официальное лицо. Значит, прежде какая-то история ваша, она была неправильно закончена. Или действительно на вас какой-то закон распространялся, но это не было выполнено вот, или не было следствия, причины и следствия, да, то есть не доведено что-то до конца именно по той процедуре, которая была предусмотрена. И это получается зависшая ситуация, а все равно ее надо подводить к какому-то знаменателю. Поэтому тут все равно, тут есть интерес, именно интерес, мои дорогие. Тут нам не про искренность говорят, но тем не менее заинтересованность в вас у кого-то присутствует железно. Потому что, знаете, как кто-то не хочет портить карму. Может быть, и в личной жизни кто-то сделал выводы. И теперь опомнился, эх, что ж я там потерял или потеряла. А может быть, это точно так же и через чиновников. Потому что страшный суд, тут как дела судебные даже могут быть у кого-то. И именно по закону, когда закон на вашей стороне. И если вы что-то инициируете, то кто-то буквально останется в дураках. Вот так.
тогда эта карма будет в отношении его работать. Ну, понятно, и для вас-то тоже, но для вас это тогда будет колесо фортуны. Посмотрите, тут какие арканы выпали. Тройка мечей, да, у вас сейчас колесо фортуны, а для кого-то это страшный суд. Хотя суд, вообще эта карта говорит, суд не страшный, это избавление от боли, от страданий, но, может быть, та зависшая ситуация, она не только для вас, некоторый барьер, а еще для кого-то. Неожиданное событие, то, что вас ожидают. Вам все-таки придется делать какой-то выбор, потому что совсем буквально вот скоро, неожиданность, вам как будто определяться придется. Или я остаюсь, или иду вперед. Или я на что-то соглашаюсь, или я отказываюсь. Или, ну, наверное, уйти нельзя, остаться, да, вот какой-то сложный выбор. Но по 8 чаш мы всегда находим выход из создавшегося положения. И причем тут будет самое главное, знаете, вот ни с кем не советоваться. Я бы даже сказала, храните молчание. Чем меньше знают о ваших историях или о том даже, о чем вы переживаете, тем вы, мои дорогие, спокойно спите. По аркану императрицы, да с учетом вот таких вот еще карт, у вас может сложиться такая обстановка, вы человек ресурсный. Может быть, это есть даже кто-то из ближайшего окружения, кто на вас имеет виды и планы. А тут нам говорят, тут у вас будут сейчас какие-то метаморфозы происходить, что-то будет меняться. И поэтому, может быть, даже буквально по деньгам какая-то история, когда вам нужны будут деньги. Поэтому, если вы вот сейчас смотрите, и где-то это откликается, придержать какую-то сумму определенно стоит, потому что потом себе скажете спасибо. То тогда есть риск, что мы из лучших побуждений опять кому-то поможем, а сами останемся ни с чем. Ну, наверное, это как по Хирону. И Хирон у нас как раз сейчас заставляет нас делать правильные выводы. Ведь Хирон – это символ израненного целителя, который всем помогал, но сам был поражен стрелой своего ученика. И нам говорит этот планетарный даже, да, транзит или мифический, пусть герой, тем не менее, созвездие же есть. Так вот, нам сейчас, где-то вам, напоминают о той истории, что даже из лучших побуждений что-то делая, это нам не гарантирует, что ваши добрые начинания будут также по-доброму продолжены. Явно тут есть какая-то ошибка или ваш ляпсус, мои дорогие, без обид. Это то, что вам мешает буквально идти к солнцу. Вверху аркан Луна, тысячи неопределенности, а внизу солнце. Разделяет карта искаженного восприятия. Может быть, и нельзя поддаться на какие-то уговоры. Или, если вам что-то предлагают, нельзя просчитаться. Тут вам придется и считать, и правильно оценивать обстановку. И правда будет какой-то вариант, а кроме варианта, может быть, и нет других. И поэтому такие мудрые решения вам придется принимать. Может быть, и Соломоново решение. Сложный какой-то выбор. Но, тем не менее, дорога к солнцу, она должна продолжиться. У вас появляется возможность, которой вы будете заниматься как минимум полгода. И это какая-то прежняя история, ситуация, повторяюсь. У кого-то деньги или важные бумаги, соглашения, может быть, оформление документов, а у кого-то личная жизнь. То есть солнце – это все же старший аркан. Вы как будто будете выбирать между солнцем, да, или я иду вперед на что-то решиться, или остаться вот в этой зависшей ситуации. С одной стороны, мы тоже можем взять, ну, кратковременную паузу. Ведь аркан повешенный по преданию, это сам себя человек перевернул, чтобы увидеть какую-то ситуацию с нового ракурса. Вверху аркан мага. Вот вам хорошо взять, может быть, эту паузу полчаса или какой-то вопрос обдумать, пусть 15 минут, но уделить внимание в эти 15 минут именно так рационально этой одной проблеме. Не расплываться, не «я подумаю потом, завтра». Нет, тут будет какая-то кульминация, когда с другого ракурса, вот тогда вам это помогает. Или когда вы скажете «я подумаю», может быть, да, ответ дам завтра буквально с утра. Тут нельзя, понимаете, затянуть какую-то ситуацию вам, иначе вы упустите время. Но и, понятно, с места в карьер, чтобы
максимально себя обезопасить. Вам нужно какой-то вопрос рассмотреть, знаете, словно и в бинокль, и в микроскоп, и вдали, и вблизи. Продумать максимально, насколько это возможно, как будут разворачиваться в дальнейшем события, чтобы опять же просчитать. У вас это первая карта. И вот эта первая карта, все то, что я говорила, а это как будто тема, в которой вам нужно эту демаркационную линию между прошлым и будущим провести. Или решить, или решиться. С кем или с чем будут связаны неожиданные события? Давайте узнаем. Интересно. С кем или с чем будут связаны неожиданные события в вашей жизни? Ну, это наши предположения такие, да? Ну, все же, давайте проясним. Вот тебе и прояснили, правда? И снова нам говорят, вопросы дома, вопросы личной жизни или где-то финансов тоже. Ведь это по максимуму десятка чаш, благополучие, изобилие, процветание, любовь, теплый уютный дом, но вообще стабильность какая-то. Причем десятка чаш, итоговая карта, это какое-то завершение процесса, это уже какой-то итог. Так, неожиданные события. А ведь и правда по королеве жезлов. Если мы говорили, что нужно самому или самой принимать решение, вот это как раз про королеву жезлов. Это когда вот этот огонь в вашем сердце, это как огонь желания исполнить свою мечту. Мы как-то очень красиво, элегантно перекладываем на реальность. Мы не соглашаемся на что-то там, знаете, ну, на том, что нам обещают в неопределенный срок. Нет, мы сами становимся более конкретными. Вот если вы будете более конкретные, для себя что-то прояснить и совершенно не конкретные для окружающих, тогда вы можете подогреть, кстати, чей-то интерес, а также выиграть для себя время, чтобы что-то просчитать. Все-таки черный кот возле нашей королевы говорит, умей хранить тайну о себе, ну и, в общем-то, чужие тайны тоже. Правильно работать с информацией, правильно распорядиться деньгами. Вот в неожиданностях вам это, возможно, придется сделать как-то быстро. Какие еще неожиданности? Или с чем, или с кем это будет связано? Опять же выбор, двойка мечей. Так с кем или с чем? Может быть, по королеве жезлов это конкретная персона, которая, знаете, вас как притягательная очень, или обладает магнетизмом. Вам хочется развивать, продолжать какую-то историю. А дальше у нас две карты жезловые. И ни одна не говорит о том, что это какой-то прогресс или прорыв. Может быть, в неожиданностях это вы столкнетесь, как будто есть какие-то действия, а дальше идет пауза, и снова ничего не происходит. С кем или с чем это будет связано? С выбором, однозначно, каким-то выбором и новым возможностям. Вот смотрите, тут как будто, ну, может быть, на некоторые согласования и надейся, но сам-то точно не плашай. Вам придется, мало того, что, может быть, и использовать те возможности, которые у вас есть, мои дорогие. Или вот этот выбор, о котором я говорила, 15-30 минут, у кого сколько, да, как будто нужно сделать, ну, не растягивая на долгий срок, потому что потом ситуация тоже может измениться. И более того, кому-то из вас как будто нужно контролировать или, может быть, самому или самой отслеживать, как развивается ситуация, как развиваются отношения, или как развивается что-то обещанное, или какие-то контакты, как продолжается ход развития дела в принципе, потому что в неожиданностях, как вроде активность какая-то идет, а потом будет пауза. То есть, если мы спросили, с кем это связано или с чем, то тут я вижу больше пауза, хотя может быть и пауза со стороны конкретного человека. И вы снова как будто на выборе, и вам принимать нужно однозначное решение. Ну ладно, давайте еще раз. Тут больше я бы все-таки видела с чем. Ну, с кем или с чем будут связаны неожиданности. Вот здесь должно быть все по справедливости. Вы знаете, это старший аркан. Даже если кто-то, если вот ситуация касается именно инстанций или судебных разбирательств, как мы с вами говорили, ну вот здесь все-таки восторжествует эта справедливость, потому что какой-то человек как будто не уйдет, да, вот от этой
непонятной двойственной ситуации, все-таки ее придется решать. Или, как я говорила, официальные лица, они не могут что-то оставить, ну вот без изменений. С кем это будет связано или с чем? Может быть, по королеве Пентакли, правда, с какой-то женщиной конкретной, да? Хотя мы не смотрим по полу, но все же, тем не менее, у вас две королевы. А вас могут судачить. Это тоже может быть, кстати, неожиданность. Причем так, речь о вас заходит после того, как вы закрыли кабинет, дверь кабинета и вышли. А вас могут, ну, где-то, кто что мы говорим, сплетничать, кости перемывать. Хотя я могу также предположить такой момент, что, может быть, ваша персона сейчас в центре внимания. Может быть, кто-то о вас получил ту информацию. Я не могу по этим двум картам сказать, что что-то плохое о вас говорят. Нет. Вас тут люди тоже видят очень ресурсным человеком. Но вы можете быть такой загадкой для людей, кстати. А может быть, действительно будет связано с какими-то персонами, именно с женщинами. Решение того или иного вопроса. И это у кого-то через личную жизнь, а у кого-то это будут инстанции, какое-то содействие или официальное лицо. Король чаш, может быть, здесь и опять же личная жизнь, может быть, это конкретно, когда, смотрите, на личную жизнь у нас тут много что выпало. Король Пентаклей, королева Пентаклей, поэтому, правда, тут и личная история проходит, и где-то король чаш подтверждает. Но, может быть, это еще история как с родственниками, история любви, история, в принципе, взаимоотношений в семье или какая-то, ну вот, к примеру, даже если мы говорим у кого-то как наследство, когда много персонажей, но это все в одном как бы ракурсе, это все родственники, это все какие-то претенденты. Но тогда тот, кто смотрит мой расклад, у вас как будто есть возможности остаться довольным, как какой-то вопрос решается по справедливости. Давайте посмотрим еще. Какие неожиданности, с кем или с чем. По рыцарю Пентаклей. Вы знаете, вот в этой колоде, смотрите, рыцарь Пентаклей, хоть и означает какая-то детализация, неспешный ход, но в моих раскладах, когда рыцарь Пентаклей выпадает, тут у нас, правда, может появиться тот человек, который нам помогает. Либо решить какой-то вопрос, к примеру, оформить документ, или дельным советом может подсказать, как правильно поступить, что правильно написать. То есть вот такая помощь ведь тоже бывает неоценима. Но иногда это есть и люди, которые нам готовы прийти на помощь и в плане финансов, ну, таким или иным методом. Причем, может быть, это у кого-то даже связано с банками, да? Вы думали, у вас что-то не получится, а тут как будто у вас какие-то согласования могут пройти. Но так или иначе, если есть финансовая сложность, то тут как будто будут и возможности ее разрешить. Или что-то обойти. Или договориться. Или конкретная персона, и вам тогда надо будет ее как будто найти, потому что по рыцарю Пентаклей всегда есть человек, который приходит на, ну, вот на эту самую помощь, выручку, как будто, да, пусть это даже на короткий срок, может быть, так, это для кого-то необходимо. Но это часто бывают те люди, на которых мы вообще не рассчитывали. Вот есть такой момент. Но это я по части своих раскладов, потому что я знаю, что вот это, оно подтверждается железно. И по девятке мечей, если у кого-то совпадает, понятно. Вот смотрите, здесь вам поможет, как из темноты какой-то человек может выйти. И у вас может сложиться в неожиданностях такая ситуация, словно вы выхода не видите. А именно помощь может прийти, откуда вы не ждали. И карта ведь не говорит, что вот прямо приходит такой маг-волшебник, и все ваши заботы как будто снимает с ваших плеч, с ваших обязанностей, как будто все это сводит к нулю. И все, и с этого момента у вас такая, знаете, период безоблачный, солнечный, радужный. Нет, здесь именно какой-то маневр у вас может получиться, а вы даже маневра прежде не видели, как будто была темнота. Хорошо, так как к чему это все идет? Давайте узнаем, что же для вас, что будет дальше. Я тут вижу, не очень просто у вас какой-то вопрос будет решаться, но он, тем не менее, решится по справедливости. Безусловно. Но от вас это требует
Вот смотрите, если мы даже говорили только что по этой карте, ведь помогает совсем не тот, на кого вы рассчитывали. Или вы сами, может быть, мои дорогие, найдете способ решить какую-то проблему, и вы, ну, как знаете, можно собой гордиться. Вот правда. Потому что тут есть что-то такое, что, с одной стороны, затянутое в плане сроков, затянутое в плане обещаний, через сложные ожидания, через какую-то, ну, словно реинкарнацию, правда, через сложный путь, как потрясений, ошибок, и прозрение после этого, да, как будто вот по аркану страшный суд, это ведь нам какое-то время мы в замешательстве, пока мы соберем себя, ну вот как в кучку, да, все силы свои, восстановим. Это не происходит очень быстро, это не происходит за несколько дней. И поэтому после вот эти шрамы, они ж никуда не деваются, мы уже долгое время никому не верим. Может быть, вот такая сложная ситуация, тем не менее, она у вас разрешится. Но вот если даже и будет та персона, да, когда вам кто-то дельным советом или помощью конкретно оказывает содействие. Но ведь вам, я уже говорила, себя как будто императрица не должна обесточить, уделять внимание финансам, потому что риск вверху у нас, посмотрите, две карты, две двойки, какой-то заминки, какого-то, как путаницы буквально в нашей душе, так и буквально, когда мы не действуем, смотрим в окно, вот, ждем с моря погоды. Или когда кто-то пытается на вас воздействовать, и это будет где-то связано, может быть, и с финансовой темой. И вам нужно еще и при этом, при всем, сейчас, по крайней мере, просчитать какую-то финансовую историю. Так и что же будет дальше? Может быть, что прояснится? Как дальше будут развиваться события? Будь легок на подъем. Рассматривая все варианты, как дальше будут развиваться события. То знаете, какая-то, словно как предложение. Может быть, для кого-то буквально придется куда-то съездить. Для кого-то из вас это будет как поиск информации, может быть, в интернет. В плане что-то либо прояснить, либо как что-то осуществить. Кто-то конкретно засобирается в дорогу, в конкретную местность, потому что вам там нужно быть. Либо увидеть своими глазами, либо что-то соединить, когда то, что, возможно, о чем вы раньше мечтали, думали, но у вас не получалось это на практике сделать. И вот теперь, как эту мечту, словно к вам, вот эта невидимая нить Ариадны вам нужно проложить. И вполне вероятно, по аркану звезда, это расстояние. У кого-то расстояние большое. Может быть, буквально путешествие по воздуху на самолете. То есть вот какой-то перелет даже. Я такое могу допустить. Может быть, очень далеко от вас, да, у кого-то даже в другую страну. Может быть, к этому вот какие-то предпосылки складываются, иначе по-другому вы не можете даже поступить. Ладно, что будет дальше? Давайте узнаем. Тут, правда, неожиданности продолжаются. И при этом, если вы можете, в принципе, вот как я сказала, да, перемещение. У кого-то по аркану звезда. Я пока такое могу допустить. Если вы ищете информацию через интернет, вот я обмолвилась, то тогда имейте в виду, вам будут врать. По крайней мере, могут. Могут быть и фейки, и вам нужно учиться себя сохранять. Либо в этом общении, у кого-то конкретно общение с иностранцами, кстати, будьте внимательны, семерка мечей, себя бережем. Может быть, это вам тут что-то не говорят достоверно. И вам приходится как и себя защищать, так еще и информацию саму по себе перепроверять. Те, с которыми вы общаетесь, вам не говорят всей правды, мои дорогие. А у кого-то путешествие в одиночку и никого не брать из близких. Как-то так. Потому что в середине между двойкой мечей, семеркой мечей. Может быть, это даже в вашей личной жизни. Вот такой есть король чаш. В принципе, это те люди, которых мы любим, которым мы доверяем. Но тут ведь у вас, посмотрите как. Вы в какой-то паузе от своего чрезмерного доверия явно оказываетесь не первый раз. И именно через финансы какая-то путаница. И вам нужно положить конец вот этой какой-то непонятной обстановке, атмосфере, отношениям. Но ни разу не замечтаться. Смотрите, всегда
нам говорят о чем? Путаница. По этой карте еще и более того, я уже тоже говорила, если мы себя обесточим, то тогда или будем помогать кому-то, вот все то, что я говорила, останемся буквально без денег. Мы можем себе создать такую путаницу, когда вроде выбор надо будет делать, а возможности для выбора не будет. Мы можем понадеяться на какие-то обещания, а быть из тех, кто вам обещает, это может быть не исполнено. И тогда один на один вы будете с какой-то проблемой. Вот будьте внимательны. Тут явно вы как будто что-то можете не видеть. Более того, вы столкнетесь еще с людьми, которые... Вообще будьте внимательны, вы посмотрите, какие карты. Вроде бы оно и выровнялось, вроде бы у вас что-то получилось. А дальше, да, вот что идет дальше. А дальше какой-то хаос, как и вокруг вас, так и люди, может быть, буквально врут. Каждый что-то свое преследует по пятерке жезлов. С вами могут как и спорить, но и в принципе это те люди, которые утром обещают, к вечеру о нас благополучно забывают. И может быть выглядит это все очень достоверно. Вам какую-то ситуацию нужно контролировать. И если вы хотите что-то осуществить, надейтесь сами на себя. Будьте готовы корректировать мелкие планы, как по аркану император, вам надо поставить перед собой цель. И вот так ступенчато к ней идти. Неожиданно. А с чем это связано, вот эти неожиданности? Вот это уже неожиданности, так неожиданность. И обман, и буквально карты говорят, что транслируют тебе люди одно, а планы имеют вообще другие. Это первый вариант людей. А другие люди, пусть они и не имеют хитрого плана, а они просто сами по себе ненадежны. Вот что-то подобное. Вы как будто их не видите, не знаете. Или есть затруднения конкретно, если вот как иностранцы, вы, может быть, не хорошо владеете языком, или вы не знаете, ну что, как менталитет, да, вот в этом обществе, или какие-то диалекты, мои дорогие, вы не знаете. Вот удивительно. Что же там еще за неожиданности? Прекрасная карта победителя. Что же еще за неожиданности? Вот смотрите, и тем не менее, у вас какая-то победа может быть. Непростая победа, мои дорогие. Победа, которая, как после вашего однозначного решения, будет в прошлое закрыта дверь. А как прийти к этой победе? Правда, ведь у кого-то поездка, перемещение. Может быть и близко, а может быть и далеко. Вообще это карта успеха и карта более глобальных перемен, потому что это старший аркан. Ну, может быть, как я сказала, да, хотим мы или нет, но по аркану справедливость восторжествует. Вы можете, как сейчас, быть даже в каких-то разочарованиях. И хочется быстрее с чем-то разобраться, чтобы прошлое тебя больше не мучило. А с кем это связано? С какой-то историей. Вы знаете, вот я смотрю на все карты, и у меня все больше убеждения, что тут не одна проблема, а как минимум действительно две. Вот, как я говорила по королю Пентаклей. И личная проблема, и финансовая проблема. И где-то это перекликается. И доверять хочется. И хочется иметь надежного человека. И в то же время нет такого. Нет, тут какой-то вам путь надо проделать в одиночку, мои дорогие. Это точно. И вот, кстати, на дне колоды башня. Может быть, в той местности, где вы живете, будет еще что-то меняться. А вот мне интересно, башня, а это про что? Доверяйте сами себе. Снова нам карта говорит, что мы не можем, ну, что-то прошляпить, мои дорогие. Какая-то ситуация у вас явно по работе или над каким-то делом задуманным вам придется самим работать и учиться себя защищать. И именно искусство мелких шагов вам помогает. И действовать по закону. По закону, знаете, вот как холодный разум в основе всего. Себя сохранять, себя защищать. Но, знаете, как высшие силы, наверное, в какой-то момент включаются.
Но пока вы дойдете до этого периода, пока что-то как обустроится, или хочется сказать устаканится, ей-богу, когда, ну вот, уже есть какая-то твердь, уже есть какое-то пространство незыблемое, да, это не есть как при землетрясении, да, вот что-то происходит с землей, и мы не можем вообще понять. Но я думаю, те, кто хоть раз испытывал, земля буквально уходит из-под ног, и ты не понимаешь вообще, а что это такое, что с этим делать, куда бежать, как действовать, особенно для тех, кто оказывается впервые в подобной ситуации. Так вот, пока это стабилизируется, пройдет какой-то этап. Вам нужно прожить буквально еще какой-то, ну, как период времени. Внешняя обстановка будет тоже меняться. Но вам какой-то узкий фарватер. Не хочется мне, конечно, говорить, что узкий фарватер вам придется пройти в таких энергиях, когда нельзя никому доверять. А ведь, по сути дела, карты нам именно об этом говорят, мои дорогие. Я бы, конечно, очень хотела закончить на позитивной ноте, но вот все те карты, которые выпадают, они «береги себя» просто кричат. Это, наверное, задача номер раз. И неожиданности будут и со стороны людей, и со стороны близких людей. Но это еще и неожиданности могут быть, которые извне. Любая вот эта обстановка, может быть, время у нас сейчас такое, те неожиданности, опять же, или, как, знаете, эпоха перемен, оказывает влияние на каждого из нас. И у каждого из нас, каждый как будто спасает себя. И не все могут, как императрица, думать так глобально. А все более так, знаете, в отношении себя любимого или любимой. И поэтому вам-то придется все равно находить общий язык, но сказать, что это вы с кем-то можете, ну, знаете, как скооперироваться, или вы можете на кого-то рассчитывать. Вообще ни разу, мои дорогие. Вот Луна рядом с императрицей, и есть Луна. И, видимо, пока императрица наша пройдет вот этот путь, мои дорогие, к Солнцу, тут не так это быстро получится. И до реализации ваших планов, до вот этой победы, до успеха, до мира, сохранить себя – это искусство. А более того, по ходу вам еще и придется какие-то вопросы решать. Вопросы, которые, может быть, связаны как и с документами, или с каким-то оформлением, получением важных бумаг, так еще и с какими-то контрактами, соглашениями. И неважно, у кого-то это будет работа, а у кого-то личная жизнь. Перекладывайте на себя, мои дорогие, поэтому вот, видимо, и карта говорит, ты должен или должна быть магом. Других вариантов нет. Перекладывайте на себя, мои дорогие. Я благодарю за то, что вы смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал. Благодарю за ваши добрые комментарии, мои дорогие. Мне всегда приятно читать то, что вы пишете, описываете ваши истории, насколько карты откликаются вашей душе. Оставайтесь со мной. Я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.